Я просто в шоке от того, как много всего смогли предсказать создатели знаменитого мультфильма «Симпсоны». И сегодня я бы хотел подробнее рассказать вам о том, как можно было бы заработать благодаря этому мультику или избежать последствий мирового кризиса. Более того, они предсказали даже настоящих мутантов на нашей планете. Но об этом, пожалуй, в конце видео. Приятного просмотра. Предсказания Симпсонов. Наверняка вы видели кучу мемов, новостных статей и прочих постов с тем, как Симпсоны снова предсказали какую-то громкую новость. У меня на уме сразу же кадры из серии, как Дональд Трамп побеждает на выборах, или юмористическая серия про возрождение Советского Союза. Но, как мне кажется, все это настолько популярные и распространенные факты, про которые слышали буквально все, что уже не очень-то интересно про них рассказывать. Так что я решил собрать специально для вас менее известные факты, о которых мало кто слышал. И начнем мы, пожалуй, с довольно жуткой истории. В общем, в 5-м сезоне «Симпсонов» в 19-й серии произошло нечто. Гомер Симпсон принес домой недоеденную еду из школьной столовой, которую приготовила повар Дорис. И вроде все было бы отлично, если бы не процесс приготовления. В эпизоде четко показывается, как Дорис использует части лошади для приготовления еды. Все это представлено в юмористическом характере, но кто бы мог подумать, что такое может произойти в реальной жизни. В 2013 году в Европе разразился крупный скандал. В Ирландии были проведены тесты, которые показали наличие ДНК лошади в замороженных говяжьих бургерах. Вскоре стало ясно, что конское мясо содержится в различных мясных продуктах, продаваемых в супермаркетах и ресторанах по всей Европе. И самое ужасное, что такая продукция попала на кухню в обычные школы. Вот такие они, предсказания Симпсонов. Фермы на небоскребах. Ладно, давайте перейдем к более спокойным и добрым предсказаниям. А то я, если честно, был в ужасе от предыдущего факта. В общем, в одном из эпизодов, который вышел 19 марта 2000 года, сценаристы показали свой взгляд на будущее. В мультике Барт видит, какой будет его жизнь через 30 лет. В этом эпизоде Лиза становится президентом США, а мир претерпевает значительные изменения. И самое интересное то, что там показали фермы на крышах небоскребов. Тогда это показалось людям чем-то невероятным и далеким. Но уже сегодня существует особенная концепция с созданием вертикального сельского хозяйства. В общем-то, растения выращивают прямо внутри зданий или на их крышах. Одним из первых и известных подобных проектов стала ферма в Сингапуре. Да и в Нью-Йорке одна компания начала строить теплицы на крышах зданий. Они производят там овощи и фрукты, а после продают на местных рынках. Я также хотел бы рассказать о том, почему эта технология стала популярна. Дело в том, что вертикальные фермы позволяют выращивать больше продуктов на меньшей площади, что особенно важно в густонаселенных городах. Да и выращивание продуктов вблизи мест потребления сокращает транспортные расходы и время. Так что в крупных городах вы всегда найдете свежие овощи. Да и выбросов в атмосферу из-за отсутствия доставки будет в разы меньше. Томаты – мутанты. Думаете, Симпсоны могут предсказать только какие-то стандартные вещи, политические события и развитие IT-технологий? Не тут-то было. Я вообще в шоке со следующего предсказания, ведь оно выглядит максимально нереально. Так вот, в 1999 году вышла 5-я серия 11-го сезона Симпсонов. В ней Гомер переехал с семьей на ферму, на которой он вспоминал свое детство. Попутно он пытался вырастить томаты, но по какой-то причине у него ничего не получалось. И если вы думаете, что дальше он разработал супер-пупер устройство, которое помогло ему в выращивании овощей, то нет. Он просто взял и смешал семена томатов с табачными листьями. И благодаря этому получился удивительный гибридный продукт, который он назвал Томако. В мультфильме он был как самый обычный помидор, который попутно вызывал зависимость у всех, кто его пробует. Кажется, что это что-то невозможное и фантастическое. Но такой гибрид существует и в реальной жизни. В 2013 году японские ученые создали гибрид томата и табака в рамках исследований, связанных с производством вакцин. Они разрабатывали специальные модифицированные растения, которые могли бы помочь производить медицинские вещества. И почему они выбрали именно такой странный подход? Лично я не понимаю. И хоть в мультфильме создание Томако было в рамках обычной шутки над зависимостью людей, в реальной жизни этот удивительный гибрид помогает ученым получать полезные медицинские препараты. Как заработать на Симпсонах? Кстати, я тут обнаружил один удивительный факт насчет
насчет Симпсонов? Вы знали, что с их помощью вы можете реально увеличить свой капитал, а также избежать последствий кризиса? Не переживайте, я не рекламирую какую-то сомнительную организацию, речь идет только про мультик и игры по этой удивительной вселенной. В общем, в 2012 году вышла игра на мобильные телефоны, в которой нужно было выполнять различные квесты и управлять своим собственным Спрингфилдом. И в одном из обновлений было добавлено задание, в котором один из персонажей говорит о том, что биткоин — это валюта будущего. Самое удивительное, что в то время первая криптовалюта мира стоила совсем немного. И всего спустя несколько лет за один токен можно было получить тысячи и десятки тысяч долларов. Так что фанаты Симпсонов вполне могли инвестировать деньги по совету любимых персонажей и приумножить свой капитал. А еще в 24-й серии 8-го сезона вышла серия, в которой Симпсоны предсказали будущий кризис на рынке недвижимости, который произошел через 10 лет. Конкретных дат и формулировок о том, что именно происходило во вселенной мультфильма, не говорится, но создатели изобразили общее состояние экономики и американской мечты. В итоге эта серия стала вездесущей перед самым страшным кризисом современности. Политические предсказания. В одном из прошлых видео я уже рассказывал, как Симпсоны предсказали приход к власти Дональда Трампа. Да и вообще, этот факт настолько известен и популярен в интернете, что лишний раз о нем я не буду рассказывать. Но было еще несколько политических фактов, о которых можно было заранее узнать из мультфильма. А еще в одном из эпизодов авторы мультика изобразили Лизу, которая стала президентом, в очень интересный фиолетовый костюм с крутыми украшениями. Стоит ли говорить о том, что Камала Харрис, которая является действующим вице-президентом, на инаугурации в 2021 году была одета точно так же? Ах да, вы тоже наверняка знаете этот факт, ведь он весьма известный. Но вот следующая история не так популярна в интернете. В общем, в 4-й серии 20-го сезона Гомер Симпсон идет на выборы, чтобы проголосовать за Барака Обаму на выборах в 2008 году. Для этого он использует специальную электронную машину. Но когда он выбирает Обаму, машина регистрирует голос за другого кандидата. И несмотря на несколько попыток отдать голос другому, машина постоянно выбирала не того. В конце концов, машина проглатывает Гомера. Стоит ли говорить, что в 2012 году на президентских выборах в США произошли схожие инциденты? В нескольких штатах также использовались такие машины. И избиратели столкнулись с проблемой, когда их выбор самостоятельно менялся. В нашем мире все это привело к нешуточным скандалам. И я лично в шоке, что сценаристы мультфильма смогли предугадать даже такое. На самом деле предугадать то, что произойдет в будущем, крайне тяжело. Я вот всегда переживаю, когда сажусь за руль своей машины. Мало ли попаду еще в аварии. Но что делать, если это произойдет в другой стране? Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП. Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Они предсказали даже это. Вообще, я пребываю в шоке. Я собрал очень много фактов, которые Симпсоны смогли предсказать. Жаль, конечно, я не смогу рассказать вам обо всех. Но если вы захотите продолжение, то обязательно пишите об этом в комментариях. А я, пожалуй, продолжу свой рассказ. В общем, как я уже говорил, благодаря этому мультфильму можно очень легко заработать. Но я был очень удивлен, когда узнал, что Симпсоны могут предсказать конкретные сделки между крупными компаниями. В общем, в 1998 году вышла 5-я серия 10-го сезона замечательного мультфильма. В этом эпизоде Гомер Симпсон становится другом парочки знаменитостей и помогает им скрыться от общественности в городе. И в одном из моментов Гомер рассказывает свои идеи для фильма Рону Ховарду, а уже после показывает их компании 20 век Fox. И в одной из сцен Рон заходит в здание этой компании, а на нем удивительная табличка «Подразделение компании Уолт Дисней». В те времена предсказать подобное было просто невозможно. Казалось, что компания 20 век Fox будет существовать отдельно, ведь у них выходило очень много крутых и крайне популярных фильмов. Но в 2017 году началась сделка. В ней, как вы могли понять, и участвовал Уолт Дисней. И в первом квартале 2019 года она завершилась. Покупка студии обошлась Диснею в 71 миллиард долларов. Становится страшно, что Симпсоны смогли предсказать сделку между такими именитыми компаниями за 20 лет
лет до нее. Кажется, сценаристы там реально из будущего. Невероятные научные открытия. Ну что, еще не убедились, что Симпсоны — это самый настоящий кладезь знаний о будущем? Тогда я расскажу вам о, пожалуй, самом крупном предсказании в области науки, которое было сделано в этом мультике. Во второй серии 10-го эпизода Гомер Симпсон, переживающий кризис среднего возраста, решает стать изобретателем, вдохновившись жизнью Томаса Эдисона. В одной из сцен он пишет на доске сложное уравнение, которое связано с его изобретательскими идеями. И наши современные ученые решили ради интереса посмотреть, что же там изобразил Гомер. Все было просто в шоке. Дело в том, что на доске было уравнение, которое предсказывает массу частицы, похожей на бозон Хиггса. И хоть оно и выглядит как случайный набор математических символов, но физики позже заметили, что его результаты реально очень схожи с этим удивительным элементом. Бозон Хиггса долгие годы оставался лишь на бумагах, потому как точно обнаружить его было невозможно. Но в 2012 году на Большом адронном коллайдере ученые смогли обнаружить частицу, свойства которой соответствовали бозону Хиггса. И самое крутое, что спустя год ученые, которые действительно предсказали его существование, получили Нобелевскую премию по физике. Конечно, вы можете возразить, что сценаристы просто взяли и использовали теоретическую формулу, которую создали ученые еще в 70-х годах. Но то, что они решили добавить именно ее в серию про то, как Гомер пытается стать изобретателем, лично меня поражает. Ведь можно было бы просто показать, как он сконструировал какие-нибудь умные часы или шлемы виртуальной реальности. Кстати, насчет этого. Умные часы и другие изобретения. Как я узнал, Симпсоны смогли предсказать даже это. В 95-м году вышла 19-я серия 6-го сезона. В ней Лиза Симпсон видит свое будущее в 2010 году. В нем показано очень много футуристических технологий и различных изменений в обществе. И одна из таких технологий — умные часы. Один из персонажей в эпизоде носит часы, которые могут выполнять различные функции, включая общение. И, о чудо, они удивительно сильно похожи на современные умные часы, например, Apple Watch. И самое удивительное то, что подобные гаджеты появились у нас плюс-минус в эти же даты. Apple представили свои первые смарт-часы в 2015 году. Как вы можете знать, они могут синхронизироваться с телефоном, принимать звонки, отправлять сообщения, а также отслеживать физическую активность. Все то же самое, что и в серии Симпсонов. А самое главное, что даты реально почти что одинаковые. Разница всего-то 5 лет. Лично я в шоке от подобных предсказаний, с учетом того, что они были сделаны за 20 лет. Кажется, у создателей реально есть календарь на 100 лет вперед, и они выпускают серии с запасом в пару десятков лет, чтобы не палиться. Страшные мутанты в реальности. Кстати, в 4-й серии 2-го сезона, которая вышла в 1990 году, произошло очередное предсказание. Оно также рассказывало в своей манере то, что произошло в реальности через 20 лет. Что же там было? Сейчас расскажу. В общем, в этой серии Барт Симпсон случайно вылавливает рыбу с 3 глазами по имени Блинки в озере рядом с атомной электростанцией в Спрингфилде. И это событие становится настоящей сенсацией. Вообще, вся эта серия больше рассказывала о том, насколько вредными могут быть атомные электростанции и что нам следует ужесточать экологические законы. И мне кажется, создатели просто описывали то, что произошло в Аргентине спустя 21 год. В 2011 году рядом с атомной электростанцией в Кордобе местные рыбаки поймали рыбу с 3 глазами. Это был обычный волжский судан, но с крайне пугающей аномалией. Естественно, все это привело к огромной волне обсуждений и беспокойства среди обычных жителей и экологов. Все вокруг заговорили о том, что необходимо ужесточить законодательство в сфере экологии. В общем, все то же самое, что и в серии Симпсонов. Просто шок. Правда, точные причины для этой мутации не были установлены. Многие считают, что это могло произойти из-за загрязнения водоема радиацией или любыми другими химическими веществами. Но исследования показали, что ничего подобного в местных прудах не обнаружилось. Кто знает, из-за чего появилась эта удивительная рыбка. В этом ролике я рассказал вам еще больше об удивительных предсказаниях Симпсонов. А как вы думаете, возможно ли такое, что создатели реально прибыли к нам из будущего? Лично я все больше в этом убеждаюсь. Пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение этой рубрики. И спасибо вам за просмотр.